Здравствуйте, мои друзья! Уже начинается сезон пикников, шашлыков. Я предлагаю приготовить закуску, подходящую к шашлыкам. Это маринованный картофель. Прежде всего нам нужно сварить килограмм картофеля в мундире до готовности в подсоленной воде. Я это делаю в микроволновке. Пока варится картофель, готовим маринад. Стакан 250 мл вода. Треть стакана уксуса у меня 5%, чайная ложка сахара, 2 чайные ложки соли и полстакана растительного масла без запаха. Все размешиваем. Также нам для маринада понадобится 2 луковицы. У меня красный лук, можно взять белый лук. И тонкими четвертькольцами нарезаем лук и отправляем в маринад. Небольшой перчик чили. Я удаляю семечки, чтобы закуска была не очень острой. Мелко нарезаем. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также нам понадобится измельчить 4 зубчика чеснока. Можно ножом нарезать или при помощи чеснокодавки. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Чеснок тоже отправляем в маринад. У меня небольшой пучок зелени. Здесь петрушка и укроп. Можно взять кинзу, но мне кажется, что вот такая смесь петрушки и укропа сюда очень подходит. Мелко нарезаем, все перемешиваем. Я еще решила добавить немножко черного молотого перца. Маринад готов. Сварилась картошка. Ее нужно почистить от кожуры. Если вы любите молодую картошку, мелкую, можно и не чистить от кожуры. Это уже как вы предпочитаете. Нарезаем вот такими кусочками. И сейчас мы будем собирать нашу закуску. В контейнер на дно выкладываем небольшое количество маринада. И в один слой выкладываем нарезанный на кусочки картофель. И так чередуем слой картофеля, слой маринада. Обязательно нужно закуски постоять несколько часов в холодильнике, чтобы и лук промариновался, и картофель промариновался. Обычно я делаю это вечером. Ночью у меня стоит закуска в холодильнике, маринуется. А утром прям вот так контейнер забираю на пикник. И вообще предлагаю вам приготовить сразу двойную порцию, потому что это очень вкусная закуска. Вот такая у нас закуска красивая и яркая получилась. Ночь она у меня простояла в холодильнике. Сейчас мы ее будем пробовать. Вы не представляете, какой стоит аромат. Пахнет лучком, чесноком, укропом, петрушкой. Так аппетитно. Ну что, пробуем. Друзья мои, это так просто, это так вкусно. Я вам очень советую приготовить эту закуску.